Всем добрый день и отличного настроения. Меня зовут Татьяна, и сегодня мы будем говорить о книгах. Много-много лет назад по улицам бегал городской глашатай и выкрикивал новости. Но сейчас многие события происходят слишком быстро, чтобы мы узнавали о них устаревшими способами. Вот почему нам приходится все больше и больше читать, чтобы узнавать о том, что происходит в мире. Чтение редко бывает напрасной тратой времени. Вы когда-нибудь думали о том, какие книги люди читали много лет назад? Книги печатаются на бумаге только последние 500 лет. До этого времени единственным способом сделать книгу было написать ее вручную. Никто не знает, когда впервые появилась письменность, но найдены рисунки на стенах пещер и на костях, которым, по крайней мере, 25 тысяч лет. Изобретение бумаги сыграло очень важную роль в развитии книги. В XVI веке искусство изготавливать бумагу пришло в Европу, но не обнаружено никаких следов книгопечатания в Европе до 1423 года. Известно, что Иоганн Гутенберг пытался печатать книги в Страсбурге, в Германии в 1440 году. И знание способов печатания так быстро распространилось по Европе, что к 1487 году книги начали печатать почти в каждой стране. Позже люди узнали, как делать бумагу быстрее, дешевле и лучшего качества. Результатом этого было то, что книги стали намного легче и меньше. Первым человеком, который напечатал книгу на английском языке, был Уильям Кэкстон. В России Иван Федоров. Говорят, что он был белорусом. Первая книга, напечатанная на русском языке, появилась в Москве 1 марта 1564 года. До этого в России были только рукописные книги. Дом, построенный для печатания книг, находился недалеко от Кремля. В то время это было одно из лучших зданий в русской столице. Иван Федоров и его помощники первыми использовали русский алфавит. К XVI веку книги стали очень похожи на современные, и с тех пор они мало изменились внешне. Благодарю за внимание. Ставьте лайк, если эта информация была для вас полезной, а также подписывайтесь на мой канал. До встречи!